Всем привет! Сегодня мы будем говорить на важную тему, которая беспокоит многих клиентов, которые ко мне обращаются. Стоит ли вообще идти к психиатру? Что мне это даст? Не будет ли каких-то коварных последствий, о которых я пожалею? И могу ли я ему рассказывать все, что действительно со мной происходит, или это стоит утаить? Начнем с первого пункта. Стоит ли идти к психиатру? Что мне это даст? С моей точки зрения, конечно, стоит. Если у вас есть проблемы, которые вас сильно беспокоят, например, у вас темнеет в глазах, вы теряете сознание, вас прошибает холодный пот, и вы не можете двинуться с места, когда вокруг вас люди. Это называется паническая атака. Это сильно ухудшает качество жизни, и с этим, конечно же, нужно разбираться. Или у вас подавленное состояние настолько, что вы не можете встать с постели, вам не хочется жить. Тоже однозначно стоит идти к психиатру. Или у вас есть неодолимое желание причинять вред окружающим, есть выраженные садистические наклонности. Тоже нужно идти за помощью. Теперь, что касается страхов. Страх первый. Я могу потеряться на консультации. Потеряться имеется в виду, я не пойму, о чем вообще говорить. Может быть, я буду запинаться, может быть, я буду смотреть в сторону, может быть, я вообще не смогу сказать ни одного слова. И тогда мне не смогут оказать помощь, и, в общем, страх, что я буду очень неэффективен. Как можно его преодолеть? Первое. Вы пишете план, что вы хотите рассказать врачу. Прям тезисно, по пунктам, что вам кажется важным, чтобы врач от вас услышал для полноты картины. Также нужно иметь в виду, что врач обязательно будет спрашивать у вас о вашем детстве, о том, как вы росли. Здесь можно спросить родителей, если они остались в живых, или родственников, которые наблюдали за вашим взрослением, или других близких людей, может быть, опекунов, которые знают, как вы взрослели. Эта информация будет крайне важна для психиатра для правильной постановки диагноза. И таким образом вы набрасываете план вашего рассказа и приходите уже во всеоружие. Если вдруг вы потеряетесь, не будете знать, куда повернуть разговор, то врач обязательно задаст вам нужный вопрос. Не переживайте. Это его работа, он несет за это ответственность, он прекрасно с этим справится. И второй пункт, который может вам сильно помочь в деле посещения психиатра, это взять с собой поддержку. Поддержкой будет тот человек, которому вы доверяете, который для вас является опорой в вашей повседневной жизни. Это может быть ваш молодой человек, ваша супруга, ваш супруг, ваша мама, папа и любой другой близкий человек. Может быть, это ваш друг. Да? Таким образом, само его присутствие будет благотворно на вас влиять во время консультации. И также, если вдруг вы растеряетесь, этот человек сможет вас поддержать или даже, может быть, подсказать правильный ответ, если он в курсе вашей ситуации. Следующий пункт, который также вызывает много тревог. Могу ли я действительно рассказать врачу обо всем, что со мной происходит? А вдруг это будет чересчур? А вдруг меня из-за этого положат в больницу против моей воли? А вдруг будут какие-то другие последствия? В каких случаях люди не решаются рассказать о проявлениях болезни? Например, это могут быть галлюцинации. Человек видит какие-то образы, слышит звуки, которых он понимает нет в реальности, и он боится про это сказать. Или у человека синестезия. Синестезия – это когда у вас ощущения как бы перемешаны. То есть, например, вы видите квадрат, и вы чувствуете, как он режет кожу. То есть вот эта форма квадрата, она воспринимается на телесном уровне. Или дует холодный ветерок, а вы ощущаете вкус сливочного мороженого. Да? Про это люди тоже боятся сказать, опасаясь каких-то подозрений, что они придумывают, обманывают и так далее. Или у человека садистические наклонности, и он тоже боится про это сказать, потому что боится, что на него донесут в полицию. Я вас призываю быть максимально откровенным с врачом, потому что вы прекрасно понимаете, если у врача
две детальки пазла, он назначит одно лечение. Если у него целая картинка, он видит картинку целиком, он назначит вам более правильное лечение, которое с большей долей вероятности будет для вас эффективно. Поэтому я призываю вас, конечно, рассказывать все как есть. Следующее опасение: а не донесет ли на меня врач в сторонние структуры? Не положит ли меня насильно в больницу? Не упекут ли меня в тюрьму за мои искренние излияния в кабинете врача? Врач действительно может рассказать информацию сторонним структурам, например, полиции, только в том случае, первое, если вы угрожаете жизни других людей, вы замышляете какое-либо преступление. И второй случай, если вы представляете реальную угрозу для себя самого. Например, собираетесь покончить с собой. Тогда действительно может быть принудительная госпитализация в целях сохранения вашей жизни. Во всех остальных случаях вся информация полностью конфиденциальна. Врач не имеет никакого права ее кому-либо разглашать. Следующий важный вопрос: обязательно ли меня положат в больницу для установления диагноза? Требуется ли госпитализация? Здесь, к сожалению, у меня нет однозначного ответа. Сейчас объясню почему. Те психиатры, с которыми я общалась в возрасте 50-60 лет, они говорят, что для установления диагноза расстройства аутистического спектра необходима госпитализация. Необходимо назначение препаратов, отслеживание динамики, работают препараты, не работают, коррекция препаратов. И тогда только возможна правильная постановка диагноза. С другой стороны, психиатры более молодого возраста, по крайней мере, я встречаю такие мнения сейчас, делятся, что совершенно не обязательно госпитализация. Достаточно сбора анамнеза, достаточно беседы с пациентом, достаточно тестирования, и на основании этого можно поставить диагноз. Госпитализация не требуется. Что бы я вам рекомендовала? Перед походом к психиатру позвоните ему или напишите по электронной почте. Сейчас многие врачи оставляют свои контакты на сайтах. И уточните: дорогой доктор, у меня есть подозрение на расстройство аутистического спектра. Подскажите, пожалуйста, требуется ли, с вашей точки зрения, госпитализация в стационар или можно обойтись просто амбулаторным приемом? И ориентируйтесь уже на его ответ. Следующий важный вопрос, который звучит часто: а где же, собственно, взять такого чудного психиатра? Где его найти? Рекомендация первая. Вы можете ориентироваться на сообщество аутичных людей. Можете попросить контакты психиатров, у которых они были, которых удовлетворил их прием, которым все понравилось, и воспользоваться этими рекомендациями. Момент второй. Есть организация «Антон тут рядом». Вы наверняка все про нее знаете. Это известная благотворительная организация помощи аутичным людям. Она находится в Санкт-Петербурге. На их сайте находится ссылка «Проверенные специалисты». Там есть и психиатры, и неврологи, но нас сейчас интересуют психиатры. Вы заходите в эту таблицу и можете пользоваться данной информацией. Слово «проверенные специалисты» говорит нам о том, что люди к ним обращались, и их удовлетворило качество услуг и так далее. Третий момент. Вы можете мне написать. У меня тоже есть несколько контактов людей, которым я доверяю, которым я направляю своих клиентов. И в свободное от работы время я вам обязательно отвечу и пришлю эти контакты. Вот такими тремя вариантами я вам предлагаю воспользоваться для выбора специалиста. Я надеюсь, что какие-то вопросы стали для вас более прозрачны, и это видео было для вас полезно. Если это так, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе новых выпусков. Всего вам доброго, до свидания.